Приветики! Я очень рада видеть вас на моем канале, на канале Здоровой еде с вдохновением. Меня зовут Люся Сергеевна, и я, как всегда, буду радовать вас новыми рецептами. Сегодня мы будем с вами готовить нежнейшие сырнички. Сейчас расскажу как. Утро выходного дня, и мы можем позволить себе немножечко поспать, немножечко дольше понежиться в постельке, позволить себе чуть позже позавтракать. Поздние завтраки хороши тем, что можно растянуть удовольствие, можно что-то этакое приготовить вкусненькое и порадовать себя любимого и свою любимую семью. За что я, собственно, и люблю выходные дни. Сегодня с вами мы будем готовить нежнейшие сырнички. Самый замечательный завтрак для выходного дня. Поднимайтесь, просыпайтесь и давайте готовить. Я бы хотела сразу сказать, что мой рецепт немножечко непрост. У вас есть время, выходной день, поэтому будет возможность все манипуляции проделать. Сырнички, которые я предлагаю вам приготовить сегодня, необходимо будет не только жарить, но и запекать в духовке. Запекать. Да, именно запекать. Сейчас все расскажу как. Для того, чтобы приготовить сырнички выходного дня, вам понадобится всего несколько ингредиентов. Рецепт мега простой. Давайте смотреть, что же нам понадобится. Это творог, у меня полкилограмма, сахарозаменитель. Да, именно сахарозаменитель. Я не использую сахар, я использую стевию. Одно яйцо, ванилин и мука. В данном случае это рисовая. Поверьте, это намного лучше, чем пшеничная. Ну что, готовим наш творог. Для этого берем вот такую удобную емкость. Берем творог. У меня творог не жирный. На самом деле это не важно, какой жирности творог. Вы готовите для себя и так, как вы любите. Дальше. Нам нужно его немного размять. Обратите внимание, творог не сухой, но и не жидкий. То есть такой удобной, правильной консистенции. Также творог достаточно имеет низкозернистость. Сырнички будут более однородные и получится лучше. Поэтому обращайте внимание на тот творог, который вы покупаете именно для сырников. На случай, если вы купили творог и он более зернистый и, например, он более сухой, то тогда попробуйте его пропустить погружным блендером и добавить чуть сметанки или чуть молока, чтобы он стал более жидким. Чуть-чуть. Не нужно много, не надо делать из него творожную массу. Просто погружным блендером чуть-чуть сметанки или молочка, и он станет более мягким. И для того, чтобы он имел вот такую консистенцию, любой блендер, погружной лучше. Да? Он, то есть, перебьет все комочки, все зернышки, и он будет более однородной массы. Дальше вбиваем наше яичко. Так, дальше добавляем немножко ванилинчика. Здесь всего лишь 2 грамма в таких пакетиках, поэтому я чуть-чуть добавляю, не нужно много. Это не ванильный сахар, а именно ванилинчик. А теперь по поводу сахзама. Да, я действительно использую сахарозаменитель. Это удобней, это более здоровый. И мне больше нравится. Но есть один маленький нюанс. Сахарозаменитель, они более слаще, чем сахар, поэтому нужно всегда об этом помнить и добавлять его чуть-чуть. Если бы в случае у вас был самый обыкновенный сахар, то можно было добавить 2 ложки. Но поскольку это сахарозаменитель, поэтому я добавлю 1 ложечку, вот такую, чтобы не было приторно. Творог обычно хорошо соединяется со всеми этими ингредиентами, и большой какой-то такой проблемы в этом у вас не будет. Поэтому просто хорошенечко вилочкой. Не нужно брать какие-то там картофели-давилки. Зачем? Берите самую обыкновенную вилку и вот так вот все просто тщательно перемешивайте. У вас должна такая получиться однородная масса. То есть обратите внимание, чтобы яйцо хорошо соединилось с творогом.
собственно, вот так должно получиться. Так, теперь добавляем муку. Тесто у нас хорошее. Я смотрю по консистенции, здесь муки много не нужно. Добавляем муку. Один момент. Неважно, рисовая или какая-либо другая мука, я всегда ее просеиваю. Есть такая штука. 2 ложки. 1, 2. Муку далеко не прячьте, она вам еще потом попозже понадобится. Ну и снова вот так вот вымешиваете. Прям так сильно не нужно этим заниматься. У вас еще будет возможность покрутить творог. Так, готово. Теперь нам нужно приступить к приготовлению самих сырников. У меня есть 2 приемчика, которыми я пользуюсь для того, чтобы сырнички получились красивой формы, не разлазились и имели очень аппетитный вид, когда будут приготовлены. Сейчас рассказываю. Итак, на поверхность, на которой мы будем с вами готовить, необходимо насыпать муку. Давайте пока насыпем. Думаю, что можно будет еще. Руки в муке, немножко их набираем. Вариант 1. Просто набираем сам сырничек. Вот так его. Стараемся его. Кстати, я иногда шлепаю сырники. Так тесто, вернее даже не тесто, а творог хорошо соединяется в лепешечку такую. Так, пробуем. Раз. Дальше берем его и обваливаем. Обваливаем. Ну, такой получается кругляш. Потом раз. Вот и готово. То есть, по сути, собственно, ничего сложного. Вариант номер 2. Мы с вами сделаем такую колбаску. Колбаска. Так. Также ее обваливаем в муке и раскатываем. Раскатываем тщательно. У вас должна получиться такая вот продолговатая колбасень. Все, ее можно вот так вот чуть-чуть. Дальше мы ее разделяем на 2. Место, которое было соединение, вот так вот. Для того, чтобы сделать следующий подход, вам понадобится вот такой девайс. По сути, это форма для выпекания в духовке. Берем, накрываем сырник. И вот так вот тщательно его там крутим. Катаем на карусели наши сырники. Хоп! Накрыли. Получился идеальный красивый сырник. Поэтому выбирайте любой вариант, который вам нравится, или такой. А я сейчас все вот это вот приготовлю и покажу вам, что получилось. Смотрите, сырнички уже налепила. У меня они получились такими высокими пухляшами. Я такие люблю. Они получаются высокие, тугенькие и очень вкусненькие. Вы, если вам нравится, вы можете сделать их чуть потоньше, чуть поменьше. Здесь на ваше усмотрение. Сырнички готовы, можно теперь жарить. Для обжарки сырничков мы делаем слабый огонь. Сырнички нужно обжарить, а не пожарить. И еще такой момент, пока жарятся наши сырнички, необходимо подготовить противень. Здесь у меня уже бумага положена. Как только мы сырнички обжарим, мы будем их сюда выкладывать. Я сейчас все покажу. Отправляем в духовку на 10 минут. Духовочка у меня включена на 180 градусов. 10 минут.
Вот они, красавчики. Сырнички с пылу с жару. Вкуснятина. Украшать сегодня я буду клубничкой и йогуртом домашним. Я верю, что вам понравится рецепт моих сырников, и вы с удовольствием порадуете себя и своих близких в выходной день. Приятного аппетита! А я буду пробовать. Я пока это все буду доедать, это очень вкусно. А мы с вами встретимся в следующем видео. Пока! Все, можно мякать.